Привет, друзья! Гран-при Испании, Барселона. Перемещаемся в один из моих самых любимых городов. Прошли мы уже свободную практику. Мне хватило одной, потому что она идет 1 час. Соответственно, времени хватает для того, чтобы научиться ездить снова на этой трассе, на новых машинах. 843 очка и там 100 плюс очков заработал Эрон Барнс. Настоящая легенда, которая вкладывается в команду как нельзя лучше. То есть спасибо ему за то, что привез хотя бы 150 там с лишним очков. Квалификация. Квалификация у нас будет проходить в обычном режиме, никаких новшеств. Попробуем показать хорошее время, но какого-то экстраординарного темпа я не заметил в свободной практике. То есть мы были там ближе к концу, но мы были на средних шинах. То есть не было такого, чтобы мы ехали на софте. И еще один очень важный момент, который я заметил, когда я был в свободной практике, это то, что на средней резине очень сильно перегреваются шины. Особенно перегревается заднее левое колесо. То есть настолько сильно, что в простейших ситуациях машину разворачивает. И это, конечно же, надо иметь в виду, потому что может стать серьезной проблемой в гонке. Доезжаю сейчас уже второй боевой круг. На первом у нас было время просто дерьмом. Второй-то не сильно лучше. Всего 2 десятки отыграла. Это несущественно. Машина абсолютно не подходит под конфигурацию Барселоны. То есть она у нас не сбалансированная. Абсолютно машина сейчас, в данный момент, я не знаю, ну вообще темпа нет. То есть в Барселоне я хорошо выступаю, мне нравится эта трасса, но, блин, ну просто не знаю, в чем дело, но меня это очень сильно расстраивает. И я понимаю, что ну все, песня спета. И какими мы окажемся? Ну, наверное, последними с Эроном Барнсом. Будем делить последний ряд стартового поля. В общем, реально очень плохо и очень грустно. Смотрим. Мерседес у нас хорошо выступает. Да, вот 21-й, 22-й, конечно, я сильно быстрее Эрона Барнса. У него время 1:20 вообще. 1:20. Вдумайтесь, он не вышел из 19 секунд. У людей там 1:18 300, у меня там 1:19. У меня очень плохое время. У человека 1:20. Просто зажигал как мог, наверное, на этой квалификации. Ну что ж, будем так стартовать. Что поделать? Что поделать? По стратегии вот написано, что рекомендованные шины это medium и hard. То есть обязательные шины это medium и hard. Изначальные рекомендации soft hard. Но я не могу поставить сначала hard, а потом medium. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Если кто-то в этом разбирается, обязательно напишите в комментариях, чтобы я понимал. Потому что вот я лично хотел, чтобы я стартовал с харда, а потом перешел на софт. То есть я максимально долго бы тянул отрезок вот этот стинт, когда модно говорить, вот просто пока шины бы не уходили, потом бы перешел на софт. Я именно так хотел, а так мне приходится стартовать с медиума и потом переходить на хард. То есть неизвестно, конечно, как другие гонщики поедут. Возможно, кто-то из софта будет стартовать, возможно, еще с чего-то там придумает. Но в данный момент я буду, получается, ехать 15 кругов на медиуме и уже 18 кругов на харде. Посмотрим, как они будут себя работать. Мне нужно будет предельно аккуратным из-за того, что шины медиум могут перегреться. То есть я не знаю, как софт бы держался на долгих дистанциях, но вот медиум именно так себя вел. Так что будем ехать так. Я вот сейчас подумал, может быть, стоило взять новые компоненты, потому что мы все равно стартуем с последних мест, как бы разницы никакой не было. Но об этом подумаем попозже, а сейчас мы срываемся с места, получилась небольшая пробуксовка, нас немного затормозило, но не помешает нам протиснуться сквозь Гуани Джоу, сквозь Шумахера, сквозь Стролла, и там Феттель еще впереди, Латифи, Ферстаппен, что ты делаешь на 15-м месте, друг? Меня вот чуть как в сэндвич не сложил Феттель вместе с Латифи, и вот сейчас, контакт даже, сзади меня кто-то ударил, я не понял, что произошло. Но точно в этом эпизоде моей вины не было. Оказываемся пока на 17-м месте, позади Феттеля, сзади Латифи, Барнс. Барнс даже чуть-чуть лучше, чем обычно стартанул, но у человека есть план, видимо. В общем, пока неплохой старт, пока держимся. Смотрю на то, как наш болид выглядит по механическим повреждениям. Все ок. И вот таким хорошим маневром опережаем пока Себастьяна Феттеля. Но он идет бок о бок с нами вместе в этом повороте. Будет очень опасно заезжать колесо в колесо, но он немного затормозил, немного струсил. Если говорить про стратегию, то мы видим, что Феттель стартовал на софте, то есть у него будет софт, медиум или хард, а Макс Ферстаппен стартовал вообще на харде. То есть, ну как он это сделал, ребят, объясните мне, пожалуйста, в комментариях.
почему он стартовал на харде, а почему я не смог изменить это? То есть, ну я реально не дебил, я тыкал правильно, вроде нужные клавиши нажимал. Я, наверное, различаю, какие клавиши мне нужно нажать, чтобы поменять шины. Но Максу удалось пройти Албана, а мы позади него. И третий круг, а это значит открывается ДРС. И мы позади него попробуем сейчас атаковать. Приближаемся к нему очень близко, закрывает внутреннюю траекторию. Мы по внешней прям вылетаем даже за пределы трассы. И контакт происходит с Албаном. То, чего я пытался сделать много-много раз. Я смог развернуть бота. Это ачивка. Это ачивка. Круто. Но, мне кажется, там все для него не так плохо сложилось. Там не было аварии, не было ничего, потому что зеленый флаг. А еще я впервые услышал реплику, если ты обратил внимание, что наш инженер Марк сказал, что это было безрассудно, и что чудом мы не получили предупреждение. И посмотри сейчас за моим колесом. Посмотри за моим задним левым колесом, на какой температуре это держится. Сейчас я объясню. 103 градуса – это пограничная зона. 104 градуса – это супер пограничная зона, когда шина достигает 105 градусов, это значит все. То есть нажимаю газ вот в таких поворотах, как этот, машина разворачивается. В затяжных, там, долгих поворотах, такие как этот, или вот в первом секторе, получается, третий поворот, то тоже начинает сносить. То есть нужно быть очень аккуратным с газом, иначе просто вот реально жопу носит, как, я не знаю, как на льду, как я как на коньках. И я понимаю, что уже на третьем круге, если такая ситуация происходит, то, во-первых, будет износ выше. Во-вторых, я не могу показывать тот темп, который я хочу, потому что 15-я позиция это не то место, на которое я рассчитываю. Это минимум очки, то есть 10-е место я должен показать. Вот. Поэтому очень сложная ситуация для нас, очень сложная ситуация для команды. Я, честно говоря, не понимаю, почему вот сейчас не работает медиум на этой трассе. Это должна быть самая такая сбалансированная резина, которая давала бы результат и надежность, и долговечность. Происходит так, что, у него пока лучше, конечно, шины работают, я имею в виду у Феттеля, но он нас неплохо так догоняет, машина у него хуже нашей. И, конечно, вот такие моменты, да, то есть я ловлю машину из простейших выходов, из поворотов, то есть, так быть не должно, я прям реально расстраиваюсь, постоянно слежу за шинами. И думаю, наверное, над более ранним пит-стопом. То есть 103-104 градуса это предел, который допустим. И вот в первом секторе, вот следующий, вот этот поворот я имел в виду. То есть здесь мне нужно отпускать газ. То есть когда я должен проходить его нормально, в полный, я этого сделать не могу. И меня это начинает очень сильно бесить и вымораживать. То есть, и ты не знаешь именно грань, эту грань, потому что вот сразу начинает ее чуть-чуть нести, и вот, ты на такой скорости машину-то хрен поймаешь. И в этом сложность. Круг за кругом мы ехали, и образовываются некие змейки, паровозы, как это принято называть, и, вообще ничего не происходит, потому что, мне не угнаться за ребятами спереди, а ребятам сзади меня не обогнать. Такая ситуация, и просмотри, что произошло. Произошел спин, и, конечно же, это очень грустно, потому что мы потеряли все то, что мы заработали. Шины медиум, идите в жопу, просто, невозможно ехать, машина просто ужасная, я настолько плохо себя вообще не ощущал, то есть у меня вообще темпа нет, я ничего не могу сделать. Мне удалось на пару градусов пустить шины, особенно задняя левая, и я принимаю решение, что на 2 круга раньше я заныриваю за шинами хард. Попробуем поехать на них. Я думаю, что хуже уже точно ничего не будет. Посмотрим, как они будут работать на долгую дистанцию. Надеюсь, что нормально. И, вот я реально настолько сильно борюсь с машиной, что мне даже прям желание, как у Хэмилтона было в Барселоне, прям такое же. Ребята, вам лучше поберечь двигатель на следующей гонке, потому что это уже невозможно ничего здесь сделать. Но я поборол себе вот это вот желание и заехал за новыми шинами. Посмотрим, получится ли держать темп.
оставшуюся половину гонки, даже чуть больше. Возможно, пока рано говорить, возможно, мы еще не проехали должное количество километров, но могу сказать сейчас, на данный момент, что хард действует лучше. То есть я прогрел резину, и она держится на уровне 102-100 градусов. То есть я говорю только про одну шину ключевую, задняя левая. Она самая многострадальная, скажем так, на этом гран-при. И классно пока, то есть здорово, четко едем. Впереди у нас Феттель, 8 секунд, ну почти 9. Мы стремительно сокращаем всю дистанцию. Ребята были на пит-стопах, соответственно, они на харде и закончат. То есть приближаемся, посмотрим, сможем ли мы держать такой темп до конца гонки. Надеюсь. И тем временем легенда Барнс на пит-стопе вместе с другими ребятами из Астон Мартина, из Вильямса. Ну вот наши жертвы, которые мы должны пройти. Смотрим. Сейчас выезд напрямую, и как раз-таки эти ребята будут выезжать из пит-стопа. Да, кажется, мы Барнса легко пройдем. Да, мы его очень легко прошли. Но спереди Астон Мартин. Лэнс Стролл на свежих шинах, на неразогретых шинах. Но мы просто как ночь сквозь масло прошли. Да, иногда заплетается язык, но Стролл, то есть ничего нам не сможет сопоставить, так как у него машина только-только на свежей резине. И разница, не такая существенная. Поэтому, в принципе, ок, держим темп, боремся. Нам бы, конечно, достать ту группу, хотя бы прийти 15-ми было бы неплохо. А то 20-й, да, это не самый лучший вариант. Барнс, это просто капец. Человек настолько не умеет ездить, что на хорошей тачке, я понимаю даже, хорошо, у меня у самого темпа не очень много, но настолько сильно отставать, что просто жесть. Просто человек не умеет ездить. Ребята, действительно, конечно, шины хард тоже греются. Тоже есть небольшие проблемы, но я гораздо увереннее себя чувствую на них. Карлос Сайнс — это очередной сход испанца, очередной сход Феррари, и, кажется, очередная проблема с двигателем. Интересный момент, потому что, как мы знаем, что Ferrari поставляет нам двигатели, но сами Ferrari страдают от своих двигателей больше, чем они поставляют другим командам. То есть, у меня пока, слава богу, никаких проблем не было. И это очень странно. Причем только Карлос Сайнс. В общем, они что-то там подкрутили этому испанцу не то, потому что Шарль, едет себе и едет. Борется с Норрисом пока весь сезон. И, сейчас мы, наверное, проедем Сайнса, да. Вот он стал. Жесть, конечно, жесть. Близко. Вильямс находится, два пилота рядом. У них есть, у Албана есть крыло, оно открыто, но мы приближаемся, и я думаю, что через, может быть, круг мы попробуем его атаковать. Если мы его пройдем, и пройдем Латифи. Латифи-то мы пройдем 100%. Албан, наверное, самая серьезная задача, то уже будем на 17-й позиции. А там близко находится и Гуани Джоу. Поэтому сможем пройти его. А далее там находится, насколько я понимаю, Себастьян Феттель. И если мы Себастьяна Феттеля пройдем, то мы будем на 15-м месте. Это, в принципе, меня этот результат на этом гран-при устроит. Ну что, сейчас будет очередная зона ДРС. И открываем мы, аккумулятор полностью, просто чтобы он садился как можно быстрее. Открываем крыло, ныряем вовнутрь и пробуем сейчас пройти. Но посмотри, как он очень жестко и бескомпромиссно закрывает внутренний угол, чтобы мы туда не протиснулись. То есть мы могли столкнуться, мы могли развернуться, разбиться. Это очень жесткая защита с его стороны. Очень жестко и очень похвально, что он так действует. Но мы не оставляем попыток. Может быть, не на этой прямой, но на следующей надо его пройти, потому что все-таки время тает. И, конечно, у него получился выход довольно неплохой. Плюс у него крыло открыто. Конечно, это дает ему некое преимущество, некую защиту перед нами. Но, да, что поделать? Будем пока двигаться позади них. Сейчас наша попытка будет 100%, потому что неплохой выход. Мы позади него приближаемся, ныряем на торможение. Очень хорошая попытка обгона. И он очень жестко действует.
невероятно жестко. Что Албан себе позволяет, на самом деле, это его полностью вина, насколько мне известно, потому что я был впереди него в повороте, у меня была скорость выше. Короче, да, это сложный обгон, да, сложный обгон на торможении, но он действовал очень жестко, и так действовать абсолютно точно нельзя. Плохо, Албан, плохо, я тебя не возьму в команду. Хорошо, Алекс, ты не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Мы позади него очень близко закрывать внутреннюю траекторию, но я-то по внутренней тоже могу, дружище. Я тоже могу обгонять. Я насмотрелся обгонов Феттеля на этой прямой, я насмотрелся обгонов с Макса Ферстаппена в этом сезоне. Они делали так же, почему я не могу? Поэтому вся твоя защита просто обернулась тебе только лишь моими выхлопными газами в рожу. Потому что, чувак, ну блин, ты, конечно, красавец, защищался достойно, но хватит. Впереди у нас Николас, легенда Латифи. Но этого паренька мы скушаем. Я думаю, быстро. Нам так везет, что на каждой прямой у нас есть зона ДРС. Это всегда хорошая возможность обогнать. Николас Латифи, привет. Дайв-бомба. Хорошее заныривание такое, даже с касанием. Не супер чисто получилось, но в то же время норм. И позади два Вильямса мы оставили. Пусть борются друг с другом. А у нас впереди другой чел. И это Гуаньи Джоу. Не знаю насчет этого паренька, но у него нет спереди никого, поэтому у него скорость не супер большая. И здесь мы совершаем очередной обгон. Довольно успешно мы за 2 круга прошли 2 пилота, то есть нам совсем мало времени понадобилось, всего 5 кругов впереди. Остается на то, чтобы пройти Себастьяна Феттеля. 2 секунды разрыв. В целом можно отыграть это, попробуем держать темп. То есть даже вот посмотри, при сильных атак, которые я совершал, у меня до 103 градусов держится колесо. Вот сейчас 102. Шины хард гораздо быстрее, чем шины медиум, официально заявляю. По крайней мере, вот для меня, по крайней мере, во 2-м сезоне. Вот что я могу сказать. Не знаю, как в 3-м сезоне будет, но, по крайней мере, я оставил это в своей голове на будущее. Блин, я действительно почувствовал себя гонщиком, действительно почувствовал себя человеком, который умеет водить на этих шинах снова, потому что я, если сейчас пройду Феттеля, а я его пройду, я верну себе 15 место. С учетом всех проблем, с учетом разворота, действительно, темп-то появился. Темп-то действительно появился, что не может меня не радовать. То есть реально совершил такой некий камбэк небольшой. И если я приеду, как я уже говорил, на 15 месте, то это нормально. 6 секунд впереди Шумахер. Не знаю, смогу ли я приблизиться к нему. По крайней мере, буду держать темп, который я держал. И будь что будет. Да, я приблизился. И если бы мы поехали 100% гонки, возможно, я бы даже догнал этих ребят на хасе. Но мы имеем, что имеем 15 место. Да, не супер результат, не то, что я хотел. Нет очков, 2-й гран-при подряд, что не может не огорчать, но выжили максимум из болида, из тех возможностей, что я имел. И заняли как раз-таки 15 место. Поздравляем Ландо Норриса, он просто зверь в этом сезоне. Зверь был Леклер в прошлом, сейчас это Ландо Норрис. И, то есть, если посмотреть на его напарника, то он значительно его быстрее, значительно его опережает. Эрон Барнс пришел не последним, стартовал последним, пришел не последним. Не смотрите на то, что Карл Сайнс сошел, это был план Эрона. И по таблице конструкторов мы по-прежнему 6-е. 8 очков отрыв от Альфа Ромео. Такой большой разрыв у нас с Альпин и большой разрыв с Альфа Ромео. То есть получается то, что играем в своей лиге. Что касается обновлений, у нас должно прийти одно крупное шасси. То есть перед Гран-при Азербайджана облегченные колесные диски очень существенно дадут нам буст. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что все зайдет, потому что я вложил в настроение отдела очень много. И да, они зашли. Отлично. Посмотрим сейчас. Да, мы сейчас лидируем в средней группе. Лидируем. И это замечательно. Посмотри, кстати, как Альфа Таури тоже, да, были в самом-самом дерьме, как они сейчас поднялись. Они даже не последние. То есть здорово, хорошее обновление. Надеюсь на Гран-при Азербайджана, честно говоря. Хочу показать там хорошее время, хорошие очки привести. И уже, значит, уже будет почти половина сезона завершена для нас. Так что накопим тоже еще очков, потому что сейчас все обновления довольно дорого стоят.
Такие дела, ребят. Увидимся с вами в Баку. И до скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите больше Формулу-1. Это сильно меня мотивирует на новые видосы. Всех обнял и всем пока.